Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы готовим очень вкусное каре ягненка в духовке. Вот посмотрите, какая баранина прекрасная, с жирком, свежайшая, не была заморожена. Очень вкусная будет, я уже представляю. Нам еще понадобится картошка, лук, лимон, оливковое масло, перец черный молотый. Я еще взял сухую аджику, соль, молотый кориандр. Барашка очень молодая, но жирная. Вот сейчас вот такой внутренний жир я обрежу, и он пойдет в подстилку. Поливаем растительным маслом, оливковым, со всех сторон. Просто масло зачем в этих случаях нужно, хотя вот баранина все-таки такая жирная достаточно. Посмотрите, вот верхний слой. Вот в жидком таком масле очень хорошо растворяются все специи. И они очень хорошо к нему прилипают. Поэтому даже вот здесь вот сверху желательно полить этим маслом. И еще что хорошо, что при большой температуре не будет это все сразу моментально гореть, сохнуть. Теперь мы это все солим. Здесь уже есть надрезы. Надрезы тоже солим. Перчим черным перцем. Сразу можно полить лимонным соком. Я очень люблю мясо с какой-нибудь кислотой. Поэтому вот я лимонный сок использую, уксус использую. Мне это очень нравится. Вот так вот. Мясо нежное. Сейчас очень быстро начнет мариноваться. И с этой стороны делаем то же самое. И теперь с этой стороны хорошо солим, перчим. Со всех сторон я еще присыпаю сухой аджикой. Люди спрашивают, где я ее беру. Я ее просто беру на рынке. Она так и называется, сухая аджика, в лавках, где продают все специи. Так что, в принципе, она везде есть, на базарах. Вот со всех сторон. И кориандр тоже сюда же, что кориандр к такому мясу тоже хорошо идет, мне он очень нравится. Такое вот свежайшее мясо долго мариновать не надо, потому что, во-первых, барашек молодой совсем, а во-вторых, он совершенно свежий. Тут буквально достаточно там часа, наверное, и все будет готово. По мясу видно, что оно очень хорошее. Еще чуть-чуть. Пока в этом сейчас оливковом масле растворяются все эти специи, ароматы входят в мясо. Как раз пройдет часик, за это время я сейчас подготовлю противень и будем запекать. Мясо промариновалось примерно час.
Теперь загружаем противень. Мелко режу бараний жир, который я срезал. И распределяю его по всему противню. Теперь режем сюда лук. О, какой злой лук, сразу слезы потекли. Ну и что, теперь делаем картошечку. Можно вдоль, можно поперек. Картошку солим. Перчим. Можно кориандром чуть-чуть присыпать. И укладываем сюда кусочки баранины. Ой, какая красота! Отсюда тоже сверху счищаем все. Ну вот так все получилось. Быстро и просто. И я уже нагрел духовку примерно до 200 градусов. Отправляем это все туда примерно на час. И вот смотрите, так как духовка у меня очень мощная, газ греет очень сильно, я положил сюда кирпич на дно, обрезки кирпича. Кирпич уже я раскалил, поэтому жар здесь стоит очень хороший. Ну вот, отправляем сюда нашу баранину. Примерно на час, а там посмотрим. Я вытащу, еще может переверну ее и еще может немножко допеку. Ну вот такие получились кусочки. Примерно за полчаса. Вот. Сейчас я мяско переворачиваю и хочу немного подрумянить с внутренней стороны. Печка, конечно, очень мощная, греет отлично, так что возвращаю назад еще примерно на полчаса. Ну вот смотрите, друзья, что получилось. Мясо запекалось ровно час. Вот такие кусочки. Ох, как ароматно. Вот. Очень вкусно пахнет. Хорошая корочка сверху. Ну что, друзья, пробуем. Вот такая получилась красота. Всем добрым людям счастья, удачи, здоровья. Всего самого-самого лучшего. За вас, ребята. Ой. Ледяное, красненькое. Ох. Ну, начнем вот с такого кусочка. Очень нежное мясо. Вот. Посмотрите, оно прям вот распадается. Вот. Очень нежное. Корочка вот эта вкусненькая такая, с остринкой получилась. Из-за того, что там сухая аджика. Картошечка
с лучком пропиталась. Ой. И вот еще такой лавашек. Как же это вкусно. Ну просто прелесть. Вот баранину люблю в любом виде. Очень вкусное мясо. Прям невероятно вкусное. Очень люблю. Оторваться невозможно просто. Вот мясо, вот смотрите, полностью вот оно просто вот отрывается просто пальцами. Ну очень нежное. Ладно, не буду затягивать дегустацию. Надо кушать основательно. Всего самого доброго. До новых встреч.